Это наша кипарисовая аллея. Так сказать, культурный центр. Но сегодня после дождя людей пока маловато. Ну, может, они пока на пляже. Красивые цветы. Бегун. Там гора Кошка. Вон за тем углом, за беленьким домом, находится санаторий «Юность», на пляж которого я сегодня иду. Вон ее ушко торчит. Вот опять ухо кошки. Перед нами вилла Идеал. Это санаторий «Юность». Проход на пляж разрешен в то время, когда не купаются дети. Тут на территории есть жилые дома. И сдаются хатки. Тут среди домов растет совершенно шикарная сосна. Так, мы поворачиваем. Здесь еще одна сосна. Это скала Крыло Лебедя виднеется. Тут мы идем по стрелкам. И резко заворачиваем в арку. Там дальше тупик и крутой спуск. Я бы не рисковала. Ну, с этой стороны Крыло Лебедя. А здесь у нас прекрасная лесенка, засаженная чудесными растениями. Это просто мох вырос, который, мне сказали, не мох. Вот это прекрасное дерево. Это горький миндаль. Весной мы видели на нем довольно крупные плоды. Сейчас они уже, скорее всего, пропали. Тут деревья. Сосны. Довольно живописно нависают над дорожкой. Вот какая веточка идет. И аж туда спускается. Это можжевельник. Лесенка у нас спускается серпантином. Вот. А внизу стоит такое интересное здание. А отсюда у нас открывается вид на скалы Панея и Дива. Вот это деревце, я не знаю, как называется, с такими иголочками. А здесь у нас инжира. Заросли такие обширные. Летом он был лысенький. Вот и плоды есть. Они должны созреть в сентябре. А это олеандр, от которого я брала веточки. Они проросли. Я их подарила соседям и отдыхающим. Тут олеандр немного отцвел, а вот этот зато в полном цветении. Чтобы попасть на пляж, надо обойти здание.
Там площадка интересная, но вход на нее закрыт. Это спуск на пляж. А вот тут еще одна площадка такая довольно интересная. В принципе, на ней можно переодеться. Тут забавно так заросли скамеечки растениями. Это лавровишня. Листья очень похожи на лавр, но вкуса не имеют. И вот здесь вообще вид на канаве видео. Это боковушка здания. И снова спуск на пляж. Тут вот еще одна площадка. Там даже есть такая круговая, вроде как беседки такой не накрытой, где женщины сидят. Можно отдохнуть. Ну вот. Здесь относительно немного людно, но много людей приходит с детьми. Курить запрещено. Это пляж детского санатория у нас. Ну, вот сейчас в августе людей много, в июле было меньше. Вот мы видим крыло лебедя. В воде есть камни, но между ними можно пройти. Хотя сегодня пришел дождик, я решила все-таки поплавать, потому что ради плавания я и хожу на пляж. Ну вот я мокрая и счастливая, а на море красота. На горизонте солнцем подсвечен ушедший в море катер. Катер совершает из 7 за прогулки. Форос на Ласточкино гнездо, а этот, видимо, просто делает прогулку в открытое море. Тут такая узкая полоска пляжа. А с той стороны камни, там люди сидят. И с той стороны камни. Ну, там подальше, где вот такие большие внизу, это уже дикий пляж. Я пойду вернусь другой дорогой. Здание, как видите, можно обойти с 2 сторон. Здесь немного каменисто, но сейчас я просочусь. Прощаемся с водичкой. Очень хорошая вода. Наверное, 25 градусов. Не слишком теплая. Просто шикарная. Вот, тут стоит такая у нас конструкция. И вот. Это уже лесенка наверх. А это получается механизм для спуска на воды лодки. Вот он идет, поворачивается, и здесь вот
У нас наверху как бы лодочная станция. Неизвестно, конечно, есть ли там лодка и когда ее в последний раз спускали, но тут у нас еще одна площадка неизвестного назначения. Очевидно, на ней когда-то стояли навесы, как минимум, чтобы можно было в тенечке отдохнуть. Вот. Ну и здесь у нас тоже всякая растительность посажена. Вот эти кактусы. Они очень красиво цветут желтеньким где-то в июне. А вот это розмарин. Единственное, что веточки все на нем, естественно, взрослые, прошлогодние. Для того, чтобы он кустился и давал то, что продают, его надо поливать. Вот. Я так сделала из точно такого же многолетнего розмарина. Вот. Это, возможно, даже был прудик. Даже как бы с пальмами. Но, как видите, все похоже на относительно. Здесь тоже у нас красивый леандр. И я вернулась в то же место, откуда спустилась, с другой стороны здания. Вот. Когда-то по всей длине вот этого бордюра видны остатки, стояли фонари, но, к сожалению, это было давно и неправда. И то это, наверное, недавняя добавка. Ну вот у нас следы некогда присутствовавших фонарей. Там вот, кстати, на земляной площадке, где инжир, загадочная посадка то ли ирисов, то ли лилий. Здесь подниматься, как видно, не круто, потому что дорожка фактически идет серпантином и с небольшими лестничками. Если слышна музыка, то это дискотека в детском санатории. Начинается в 8 часов. А вот какой красавец можжевельник. Та сосна, ветви которой аж через дорожку свешиваются с той стороны следующего уровня. Пушистая красотка. Их даже несколько. Видно на них зеленые иголочки. Даже шишечки. Но эти шишечки коричневые, это прошлогодние шишечки. А свежие шишечки зелененькие. Вот там вот есть. Сейчас по центру. Ай, сосны это что-то. А вот тут внизу очень нехилые заросли кактусов. Кто-то туда, видно, кинул один. И он разросся, потому как туда не добраться. И там страшное дело. Не дай бог туда скатиться. Так, чтобы было понятно, диаметр, наверное, 1,5-2 человеческих роста вот этой вот клубка этого. Люди плавают. Здесь где-то был еще бамбук. Но его отсюда, скорее всего, не видно. Вот там заросли возле того леандра, который цветет красивее всех. А вот сейчас на воде виден отцвет. Такой загадочный. Как магическая какая-то дорожка. Солнце уже село. Даже непонятно, что это отсвечивает. Прозрачная вода. Местами лазурная.
чистая. В общем, красота. А вот так вот выглядит с обратной стороны тот горький миндаль, который на входе было видно. В общем, дерево видавшие виды, не знаю, меня такие завораживают. У него был отросточек, но нам не удалось его выкопать, к сожалению. С этой стороны тоже очень живописно. Можжевельник растет откуда-то прямо с фундамента дома. Но здесь в Семиизе это довольно часто встречается. Скажем так, все деревья охраняются законом. Вот эти все можжевельники, кипарисы, сосны. Поэтому рубить их нельзя. Если людям очень нужно что-нибудь построить, то они сначала платят огроменный штраф, потом выкорчевывают дерево. Но выливается это в такой положительный момент, что даже если строят новостройки, выкорчевывают только строго необходимое. И в итоге оказываются новенькие свеженькие домики с хвойными красавцами прямо под окнами. Ну, либо они уже выросли там, где выросли, и фундамент построили прямо вокруг него. Или рядом с ним, или частично на нем. Здесь еще детская площадка. И я выхожу. Вот, возвращаюсь на Кипарисовую аллею. Прекрасный вечерний эмоцион. Прекрасная погода. Свежая. После дождичка. А там, судя по звуку, к нам снова приехали инки. Кстати, по дороге туда я видела, как они выгружались из вот этого микроавтобуса. Ну вот. Как видите, вечером людей стало больше там вдалеке. И действительно, инки играют нам бессмертную Эль Кондор Паса. Приятного вечера и вам.